Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами встречаемся в преддверии двух профессиональных праздников транспортной отрасли, Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пользуясь случаем, поздравляю всех, кто трудится на этих значимых направлениях. Спасибо вам большое за ответственное отношение к своему делу, за компетентность и самоотдачу. Особая признательность в таких случаях, мы всегда это подчеркиваем, ветеранам дорожного хозяйства и автотранспортного комплекса страны. От надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса наших городов и поселков, сельских территорий. Словом, всей страны. Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить. От дорог зависят не только перевозки, но и рост автомобильного туризма, а этот вид отдыха у нас становится все более и более популярным. В том числе за счет развития таких скоростных трасс, как М4, М12, М11 Нева. Поэтому все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь. Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%. Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок. И что принципиально важно, шире внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии. Повторю, все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели – улучшения качества жизни людей. Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой комплексной работе. Открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры. Это участок автотрассы А-215 в Республике Карелия, обход села Сокуры в Республике Татарстан, а также южный обход Сургута с мостом через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Я всех поздравляю с этими значимыми событиями. И прежде чем перейти к общению с коллегами из регионов, попрошу Марата Шакизяновича Хуснуллина в целом проинформировать о мерах, направленных на развитие дорожного хозяйства, а потом приступим к нашей обычной текущей работе. Пожалуйста, Марат Шакизянович. Уважаемый Владимир Владимирович, в этом году по вашему поручению правительством утвержден 6-летний план дорожных работ. Это впервые за всю новейшую историю, объединяющие в себе мероприятия на федеральном, региональном, муниципальном уровне. И все источники финансирования тоже обеспечены. Мы в результате выстроили системную работу, своевременно законтрактовались, наладили работу по ускоренной реализации мероприятий. В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров будет больше, чем в 2024 году. Таких результатов мы смогли достигнуть в том числе за счет опережающего финансирования, которое обеспечивается ежегодно благодаря вашей поддержке и слаженной работе правительства с Министерством финансов. В этом году у нас тоже достаточно средств, в течение года были добавлены средства, что позволяет нам перевыполнять планы этого года. Ключевыми приоритетами развития дорог в международных транспортных коридорах север-юг, запад-восток, Европа, Западный Китай и подъездные дороги к ним, в зоне тяготения которых
которых проживает большая часть населения нашей страны. Сегодня скоростное движение обеспечено от Санкт-Петербурга до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Севастополя, Казани, Екатеринбурга и Челябинска. 3 месяца назад, Владимир Владимирович, вы дали старт движению на участке трассы М12 Восток Дюртюли-Ачит. С этого момента по новой дороге совершено уже 1 миллион 800 поездок. Протяженность маршрута между Москвой и Екатеринбургом сократилась на 200 километров, и от Урала до Москвы теперь на автомобиле можно доехать за 16 часов. В следующем году продлим трассу М12 Восток еще более чем на 300 километров до Тюмени. Часть участков этой дороги уже запустим в этом году. Мы системно расширяем не только транспортные коридоры, но и подходы к ним. Продолжаем капитальный ремонт с расширением до 4 полос движения подъездов к Иваново, в Нижнему Новгороду, Ижевску, Ульяновску, Уфе, Перми. И сегодня открываем обход населенного пункта Сокуры в Татарстане. Обход даст мощный импульс для развития жилищного строительства, новых производств и логистики вдоль трассы М12. В этом году мы также открыли еще ряд важных объектов. Это первый этап обхода Хасавюрта в Дагестане в рамках коридора Север-Юг. В рамках коридора Запад-Восток открыли первый этап восточного обхода Новосибирска. Участок нового направления автодороги Уссури в Приморском крае, также с вашим участием в рамках Дальневосточного форума. Также важным приоритетом является развитие опорной сети. Это 140 тысяч километров наиболее загруженных и востребованных дорог, по которым осуществляется большая часть перевозок грузов и пассажиров. Опорная сеть связывает между собой 2160 опорных населенных пунктов во всех регионах страны. Транспортная доступность и связанность – важный критерий достижения показателей национального проекта инфраструктуры для жизни по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах. Со всеми регионами подписаны меморандумы по достижению этих показателей, в которых предусмотрены мероприятия по обновлению улично-дорожной сети. Все регионы его подписали, Владимир Владимирович, и мы уже полномерно по этому показателю работаем. Для повышения качества среды для жизни важным является обновление общественного транспорта. При вашей поддержке за последние годы в регионы поставлено 16 300 единиц новых автобусов, троллейбусов и трамваев, что очень важно для обновления парка подвижного состава и для повышения качества услуг. Мы предусмотрели продление этих мероприятий финансирования до 30 года, утвердили перечень минимальных требований закупаемой техники, что позволило зафиксировать стоимость автобусов. Надеемся, что все планы по обновлению общественного транспорта также будут выполнены. Сегодня в рамках развития опорной сети и строительства 50 обходов городов, реализуемых по итогам вашего послания Федеральному собранию в 2024 году, открываем южный обход города Сургута с мостовым переходом через реку Обь. Технически сложный проект построен в суровых климатических условиях, и что отрадно, что открываем движение раньше запланированного срока. Объект реализовывался за счет средств регионального бюджета с федеральной поддержкой. Также в рамках развития опорной сети в этом году после реконструкции ввели участки автодорог М5 Урал в Челябинской области, Колыма в Магаданской области, Скандинавия в Ленинградской области. Начали строительство северного обхода Омска, тоже в рамках развития коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. В этом году начали обход Мариуполя в рамках строительства автодорожного кольца вокруг Азовского моря. И хочу сказать, что уже по новым территориям перевыполнили план ремонта и строительства этого года. Около 2000 километров дорог построено и отреконструировано. И погода нам пока помогает, продолжаем стройку, не останавливаемся. Еще один знаковый объект, который мы открываем сегодня, это дорога А215 в Карелии. Это хороший пример связанности регионов. Мы одной дорогой связываем сегодня вдоль Онежского моря, вдоль Онежского озера, это кольцо, соединяем Карелию, Ленинградскую, Вологодскую область. И это является важнейшим участком для развития туризма. Дорога очень востребована, раньше часть дороги не было вообще, была грунтовка, а сейчас это полноценная дорога. Хочу поблагодарить всех дорожников и строителей за эту большую работу и крупнейших наших федеральных подрядчиков, реализовавших эти проекты, которые сегодня открываем. Это компания «Нацпроект», «Строй», крупнейшая в стране, компания
ВАТ, одна из лучших, а также ведущую региональную компанию Алексеевск Дорстрой. Все эти компании сегодня реализуют мероприятия, направленные на повышение производительности труда, в том числе за счет внедрения современных технологий и цифровых технологий. Это позволяет сокращать сроки строительства объектов и экономить бюджетные деньги. Вот все объекты построены раньше срока. В заключение хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за постоянную поддержку и внимание к отрасли. Из года в год мы выполняем все дорожные планы и растем по объему построенных и реконструированных дорог. И даже вот сейчас идет формирование бюджета. Спасибо, основные параметры бюджета сохранены, средства есть, что дает перспективу дорожникам работать в ближайшие годы. Успехи дорожников – это коллективный труд работы федерального правительства, включая Минтранс, Росавтодор, Минстрой, Ростехнадзор, региональных властей, подрядчиков и сетевых компаний, которые помогают нам по перекладкам ускоренным. Это «Газпром», «Транснефть», «Россети». Хочу за это сказать им отдельное спасибо. Также отдельно хочу поблагодарить губернаторов за системную работу и внимание к отрасли. Значит, сегодня все наши планы выполняются. Пользуясь случаем, хочу поздравить всю дорожную и транспортную отрасль, коллективы предприятий с грядущими профессиональными праздниками, Днем работников дорожного хозяйства и Днем работников автомобильного и городского транспорта. Пожелать здоровья и успехов с праздником. Владимир Ильич, доклад закончен. Спасибо. Давайте перейдем тогда к заслушиванию наших коллег в регионах, которые презентуют нам новые объекты и дадут старт, по сути, работе этим новым дорожно-транспортным объектом развязка. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, Руслан Николаевич, жители города Сургута, гости. Стало доброй традицией, Владимир Владимирович, с вашим участием ежегодно принимать в эксплуатацию очень важные, сложные инфраструктурные. 22 год это Череповец, Вантовый мост, 23-й мост через Енисей, Красноярский, 24-й мост через Волгу. И вот сегодня дается объект южный обход города Сургута, который, собственно, соединил большую землю, как мы ее называем, центральную часть России, и это Ямал, и Ханты-Мансийский автономный округ, так как он был связан всего лишь одним мостом в две полосы, который построен был 25 лет назад и уже исчерпал свою возможность. Этот объект реализовывала компания «Нацпроектстрой», в которую входит компания «Мостострой-11», мост длиной 1700 метров, дорога 45 километров, 4 полосы. Если со съездами, то 50 километров в целом эта дорога. Выполняли работу 89 подрядчиков. Это по всей нашей стране, в основном Уральский федеральный округ. Объект, как сказали, сдан досрочно, с хорошим качеством. И хотел поблагодарить лично вас, Владимир Владимирович, членов правительства, Руслана Николаевича, за ту поддержку строительной отрасли, транспортных строителей, которым позволяет реализовывать такие масштабные объекты. Объект завершен, мы готовы и дальше развивать транспортную сеть. Это сегодня, наверное, главный объект Москва-Санкт-Петербург, где мы принимаем участие. И надеемся, что все работы будут также выполнены в срок, с хорошим качеством. Всем участникам строительства хочу выразить благодарность, поблагодарить за совместную работу и пожелать всем здоровья и поздравить с наступающим праздником, Днем дорожника. Спасибо огромное. Спасибо. Руслан Николаевич, добавите что-то? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, мы действительно с опережением сроков в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершили строительство этого масштабного объекта. Он имеет, несомненно, очень важное значение не только для жителей Сургута, агломерации, для всего округа и прилегающих регионов нашей страны. Сегодня он взял на себя главную нагрузку двух основных федеральных транспортных коридоров – Арктика-Азия и Северный широтный коридор. Ну а то, что касается Сургута, несомненно, это еще одна важная функция – южный обход этого города, что позволит исключить прохождение транзитного транспорта. Несомненно, это положительно повлияет на разгрузку улично-дорожной сети самой крупной городской агломерации нашего региона. Мы уверены, что появление этого объекта будет
позитивно сказываться и отражаться на развитии экономики нашего региона, соседних субъектов Российской Федерации и, конечно, освоение арктических территорий нашей страны. Нам очень приятно, что сегодня в преддверии профессионального праздника на этой сцене мостостроители, которые работали и в пиковую нагрузку ежедневно здесь трудилось около 1600 человек. Еще один очень такой приятный момент. В рамках всероссийской студенческой стройки здесь трудились вместе с профессионалами наши студенты из 13 регионов нашей страны. Сегодня стройотряды здесь вместе с нами, и они очень хорошую инициативу проявили, и жители округа его поддержали, чтобы мост получил название «Звезда Аби». Так назывался их стройотряд. И я думаю, что это название войдет в историю и нашего округа, и нашей страны, и в целом стройотрядовского движения. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, выражаю славу благодарности за внимание к нашему региону, за оказание поддержки, которая сегодня направлена на развитие Югры и повышение качества жизни югорчан. Спасибо. А всех наших дорожников с профессиональным праздником. Да. Руслан Николаевич, вы сказали, что члены строительного студенческого отряда с вами рядом находятся. Да, здесь. Можно попросить их сказать несколько слов? Как да, пожалуйста. Работает? Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Действительно, летом здесь проходила всероссийская студенческая стройка «Звезда Аби». Все поставленные задачи перед стройотрядами были выполнены в полном объеме. Благодарю вас за поддержку нашего движения, которое сподвигает сейчас молодежь на трудовые подвиги. Спасибо большое. Спасибо вам за вашу работу. Вы продолжаете самые лучшие традиции студенческих отрядов. Спасибо. Давайте переберемся в Татарстан. Пожалуйста, Фуат Валерьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, мы сегодня готовы запустить новый важный проект для Республики Татарстан. Реконструкция участка автодороги Казань-Оренбург со строительством обхода села Сукуры, который является южным въездом в Казань. Интенсивность на данном участке составляет до 40 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реконструкции технической категории дороги повышена с 3 до 1. Построено 3 транспортные развязки, 5 путепроводов, надземные пешеходные переходы. Обход села Сукуры позволит убрать транспортные заторы и сократить время в пути. Кроме того, обеспечит новый 4-полосный бессветофорный выход из Казани на трассу М-12. Благодарим вас, уважаемый Владимир Владимирович, за возможность участвовать в реализации таких масштабных проектов. Бекзур рахмат сизге. Доклад окончен. Спасибо большое. Алексей Валерьевич, добавите что-то, то, что касается развития самого Татарстана и влияния вот этих объектов на развитие республики. Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас за то внимание, которое вы оказываете в республике, за реализацию таких масштабных проектов, строительство трассы М-12, реконструкцию трассы М-7, вот сегодняшняя реконструкция участка трассы Р-239. Все это новые возможности, новая доступность, новые проекты. Вот только реконструкция нынешнего участка даст возможность освоить в логическом узле Республики Татарстан строительство более 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Появятся новые производственные площадки. Только слова благодарности. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо строителям, инженерам. Я еще об этом скажу. Перебираемся в Карелию. Пожалуйста, Антон Валерьевич. Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Марат Шакирджанович, уважаемый Артур Олегович и коллеги-дорожники. Сегодняшний 16-километровый участок между селами Шелтозеро и Рыбрика федеральной автомобильной дороги А-215 мы вводим досрочно, на год ранее предусмотренного контрактом. В ходе капитального ремонта была обновлена дорожная одежда с укладкой 3 слоев асфальтобетона, произведены все необходимые комплексные работы по благоустройству. Непростой
Климат, рельеф местности, скала болота во многом определяют специфику дорожных работ как на этом объекте, так и в целом в регионе. Хочу также отметить, что мы активно привлекаем к работе студентов. Только в Карелии с нами работали более 60 учащихся Петрозаводского автотранспортного техникума и Петрозаводского государственного университета. А на всех наших объектах задействовано более 300 студентов из различных учебных заведений. За период с 21 по 24 год в нормативное состояние приведено 58 километров автодороги А-215, 74 по 132 километр. А с учетом сегодняшнего участка это более 70 километров обновленной трассы. Надеемся, что это будет весомым вкладом в развитие этого красивого и крайне популярного у туристов региона. От лица коллектива АУВАТ выражаю уверенность, что этот объект прослужит долгие годы, принесет пользу и жителям Карелии, и стране. И благодарим вас за доверие. Доклад окончен. Спасибо. Артур Олегович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства, участники мероприятия, дорога очень важная для республики. Конечно, уже говорилось о туризме. Здесь великолепная природа, и дорога проходит как раз через территорию, где компактно проживает малочисленный северный народ вепсы, очень самобытной культурой, этнографией. Конечно, это все очень привлекает туристов. И что еще важно, Владимир Ильич, вот про развитие туризма, на этой дороге будут размещаться и проекты, которые связаны с формированием по вашему поручению в рамках празднования 500-летия Новодевичьего монастыря объекты Великого Северного Русского пути. Буквально мы сейчас над этим вот работаем, и эти проекты находятся вот в нескольких километрах от того места, где мы находимся. Но не только туризм. Здесь вот уже было сказано о том, что дорога очень качественная, с 3 слоями. Почему? Это историческая территория еще со времен Петра, камнедобычи. Здесь расположено 11 предприятий, которые добывают уникальный камень. Ну, можно назвать карельский габро-диабаз, малиновый кварцит, Красная площадь, понятная связь, да, где сегодня можно найти камень, который расположен на месторождениях рядом с этой дорогой. Кстати, малиновый кварцит, его добычу мы в этом году возобновляем. Ну и, конечно, важно, что эта дорога сегодня формирует юго-восточную ветвь Петрозаводской агломерации. У нас сегодня активно идет строительство индивидуального жилья. Мы за последние 3 года в 1,5 раза увеличили ввод индивидуального жилья нашими жителями и жителями других регионов. Карелия становится все более популярной. Так вот, здесь мы провели инвентаризацию территорий, которые расположены вдоль дороги. И в ближайшие 5 лет мы планируем сформировать здесь еще более 7 тысяч участков для индивидуального жилищного строительства. Поэтому, конечно, дорога очень важная. Огромное спасибо за поддержку и вам лично, потому что благодаря и вашим поручениям накануне празднования столетия Республики Карелия 5 лет назад эта дорога стала федеральной. И, конечно, благодаря вот этому статусу за последние годы уже 70 километров, как уже было сказано, дороги приведено в прекрасное состояние. Поэтому огромное спасибо за поддержку, за внимание к нашему северо-западному приграничному региону. Ну а Карелия как 1000 лет стояла на страже северо-западных рубежей, так и будет стоять впредь. И всех, конечно, с праздником дорожного строительства и автомобильного транспорта. Спасибо. Марат Ширинович, возвращаю вам слово. Владимир Владимирович, разрешите запустить движение? Разумеется, разрешаю, но перед тем, как сказать это завершающее слово, хотел бы поздравить еще раз всех дорожников, всех транспортников с приближающимся праздником профессиональным и поблагодарить и рабочих, и инженеров, всех, кто работал над созданием объектов, которые мы запускаем сегодня. Отмечаю, что все не только в срок сделано, но даже с опережением срока. Это говорит о том, что наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты. Главное, я очень на это рассчитываю, что качество будет обеспечено, и в ходе эксплуатации этих магистралей это качество будет подтверждено. Разумеется, будет развиваться в более высоком темпе и экономика всех этих регионов, социальная сфера.
и это отразится, безусловно, на качестве жизни людей, которые проживают в этих агломерациях, будет развиваться туризм. Вот все это чрезвычайно важные направления, которые будут способствовать достижению целей национального развития. Что касается сегодняшних наших объектов, и отвечая на то, что было сказано Маратом Шакирзяновичем, это символическая вещь по поводу разрешения. Разумеется, это такая финальная часть. Разрешаю. С Богом. Отлично. Спасибо коллегам в регионах. На этом мы такую вот торжественную часть завершаем. И хотелось бы несколько вопросов обсудить текущего характера, наиболее актуальных, с учетом того, что мы постепенно начинаем подходить, приближаться к зимнему периоду. И традиционный в этих условиях вопрос касается отопительного сезона и готовности объектов ЖКХ к зиме. Иракин Иванович, как дела? Добрый вечер, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На сегодняшний день отопительный период начат в 2541 муниципальном районе 73 регионов. Тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов. И до конца этой недели еще 11 областей присоединятся к этому процессу. Этот отопительный сезон с регионами, Минэнерго и Ростехнадзором готовим по новым усиленным требованиям, которые утвердили совместно с Государственной Думой, Советом Федерации, для повышения персональной ответственности всех участников процесса. Впервые законодательно закреплена обязанность и ответственность за готовность к зиме. Такая ответственность касается как теплоснабжающих организаций, муниципальных органов, так и потребителей тепла. В проверках каждого объекта теперь участвуют представители Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции. Правила оценки обновлены, они включают детальные требования, а четкие сроки проверок позволяют заранее выявить и исправлять нарушения. С 2024 года во всех муниципалитетах страны, Владимир Владимирович, я уже докладывал, проходят противоаварийные тренировки по единым инструкциям. Эта мера показывает результаты. В прошлом отопительном сезоне количество аварий сократилось на 16,4%. Сейчас тренировочный цикл близится к завершению. Показательные учения для регионов прошли 24 сентября в городе Мурманске, на которых отрабатывалось межведомственное взаимодействие по устранению аварий на сетях электроснабжения и теплоснабжения в результате неблагоприятных условий. Такой формат позволяет моделировать самые сложные сценарии. На сегодня общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достиг 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Это 39 622 объекта здравоохранения, 79 555 объектов образования, 35 тысяч объектов культуры, 16 390 объектов социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%. Подготовлено 71 700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе. Регионами на подготовку к зиме направлено 310 миллиардов рублей. Правительством осуществляется и адресная поддержка регионов в ходе отопительного периода. Из федерального бюджета в 2023 году получили 4 региона, в прошлом году 6 регионов, и в текущем году поддержка уже оказана 5 регионам на сумму 7 миллиардов рублей, и рассматриваются заявки еще 4 регионов.
Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за решение о запуске федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Он стал единым механизмом развития жилищно-коммунального хозяйства в рамках всего национального проекта «Инфраструктура для жизни». В масштабах страны проект до 30 года позволит построить 2000 объектов водоснабжения, модернизировать более 50 тысяч километров инженерных коммуникаций и улучшить качество услуг для 20 миллионов жителей. Только в Донецкую Народную Республику по проекту в этом году направляется 25 миллиардов рублей на модернизацию 106 километров сетей инженерных. Это особенно важно для снижения потерь в условиях затянувшегося засушливого периода в регионе. Отмечу, что на территориях Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонских областей при поддержке регионов-шефов планы подготовки к зиме выполнены на 90%. До конца октября все объекты и работы будут завершены, пуск тепла будет осуществляться по мере похолодания. В воссоединенных регионах сформировано 212 аварийно-восстановительных бригад в составе 1262 специалистов и 466 единиц специальной техники. В рамках ваших поручений на отдельном контроле держим подготовку к зиме в приграничных регионах. Это Брянск, Белгород и Курск. Топливо заготовлено в полном объеме. Аварийные бригады сформированы в количестве 743 единиц. Продолжается работа по пуску тепла. Уважаемый Владимир Владимирович, по всей стране сформированы 24 тысячи аварийных бригад численностью 114 тысяч человек, которые укомплектованы 45 тысячами единиц техники. Все они находятся в режиме готовности. Задачи продолжаем отрабатывать в штабном режиме совместно с регионами и задействованными ведомствами. Доклад завершил. Благодарю за внимание. Хорошо, спасибо большое. Сергей Евгеньевич, что у нас с обеспеченностью топливом в регионах и объекты электроэнергетического хозяйства? Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, по результатам прохождения пиковых летних нагрузок прошлого года совместно со всеми заинтересованными сторонами провели комплекс мероприятий, благодаря которым энергосистема России успешно выполнила пиковые летние нагрузки. Завершаем подготовку к предстоящей зиме. Сформирован аварийный резерв. 23 тысячи бригад, это 154 тысячи специалистов и 60 тысяч единиц спецтехники, а также 7,5 тысяч единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Ремонтные программы идут по графику. Всего на ремонт и инвестиции в 2025 году выделяется 2,2 триллиона рублей. На отдельном контроле подготовка энергообъектов к зиме в восстановленных и приграничных регионах. Готовность ТЭК составляет около 96%. В приграничье подготовка осложняется складывающейся оперативной обстановкой. 29 и 30 сентября провел личное совещание на месте с главой Крыма, с губернатором Севастополя и руководством Краснодарского края. 7-8 октября на месте провел встречи с губернатором Курской и Белгородских областей, руководителем энергокомпаний. Приняли решения по восстановительным мероприятиям и прохождению предстоящей зимы. В части обеспечения топливом энергообъектов организовано накопление запасов по северному завозу. Текущие резервы превышают нормативы. В Луганской и Донецкой народных республиках запущена программа 5-летних контрактов на поставку угля для локальных генерирующих объектов. Рассмотрены адресные меры поддержки угольных компаний. На отдельном контроле ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Приняты следующие меры по насыщению рынка нефтепродуктами. Продлен запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая и производителей, до конца этого года. Введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка, за исключением производителей, и тоже до конца 2025 года. Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами по поставке бензина на российский рынок. Использован потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, а также на более поздние сроки перенесены плановые ремонты НПЗ. Созданы условия для сохранения выплаты демпфера.
Созданы условия для увеличения предложения зимнего дизельного топлива в осенне-зимний период 2025-2026 года. В настоящее время дополнительно реализуется следующее мероприятие. Корректировка правил проведения биржевых торгов с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо в оптовом сегменте. Координация логистики и ускорение поставок топлива во все регионы, а также для нужд сельхозтоваропроизводителей. Одновременно с принятыми и реализуемыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливо-энергетического комплекса. В регионах с опережающим ростом энергопотребления ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей и более 30 тысяч километров линий электропередач. Основная часть новых мощностей вводится в Ростовской области, на Кубани, в Крыму, Приморье и на Дальнем Востоке. В 2025-2027 годы утвержден план модернизации ключевых сетевых узлов, включая строительство распределенных подстанций, резервных линий и внедрение энергокоммуницирующих систем с совокупной мощностью до 350 мегаватт-час. На юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы. Владимир Владимирович, в заключение хочу еще раз подчеркнуть, что энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры. Системообразующие компании выполняют основные показатели готовности. Итоговое решение о готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 года будет с выдачей паспортов компаниям принято Министерством энергетики России не позднее 7 ноября. А завтра со всеми регионами и компаниями вместе с Министерством ЖКХ и строительства провожу итоговые заседания по подготовке к осенне-зимнему периоду в рамках Российской энергетической недели. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Все вы так доложили, все очень вроде своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет. Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал Министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу. Надеюсь, что все так, как вы доложили, так и будет. Одно только добавлю в преддверии своего рассказа о рекомендациях Виктора Степановича Черномырдина. Благодушие здесь точно неуместно. Надо все, о чем вы говорили, жестко проводить в жизнь. И в этой же связи вопрос о северном заводе. Алексей Олегович, как там дела у нас? Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с федеральным законом о северном завозе с апреля 2024 года в 19 регионах России северный завоз осуществляется по новым правилам. Основное новшество – это приоритет при доставке грузов северного завоза. Такой законодательно установленный приоритет себя оправдал и повысил надежность доставки грузов жизнеобеспечения. Если весной прошлого года с риском по срокам доставки шло более 1500 контейнеров таких грузов, то сегодня около 30 контейнеров. То есть количество проблемных контейнеров сократилось в 50 раз. На 2025 год запланированный объем северного завоза составляет 3,4 миллиона тонн. Из них 2,3 миллиона тонн – это топливно-энергетические ресурсы, 900 тысяч тонн горюче-смазочные материалы, 200 тысяч тонн продовольствия, товары народного потребления, медикаменты, стройматериалы. По состоянию на 1 октября фактически завезено 2,7 миллиона тонн. Это 80% от годового объема и 100% от запланированного на этот срок. Весь объем грузов, запланированный на январь-сентябрь, доставлен. Исполнение годового плана продолжается в графике. С этого года планирование северного завоза осуществляется на трехлетний период. До конца года будет запущен первый модуль федеральной информационной системы в ГИС «Северный завоз». И все планирование завоза, мониторинг и анализ будет осуществляться с 26-го и в последующие годы в едином цифровом контуре.
Также в исполнении закона правительством России утвержден перечень объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры Северного завоза. В нее вошли 386 объектов, дороги, железнодорожные станции, порты, транспортно-логистические комплексы. С этого года в Чукотском автономном округе реализуется пилотный проект по работе единого морского оператора Северного завоза. Эту роль выполняет АО «Росатом Арктика». Со следующего года, с учетом этого опыта, работа единого морского оператора будет распространена еще на 6 регионов. И в части финансирования Северного завоза важную роль в исполнении плана в 2025 году в условиях высоких коммерческих ставок сыграли отдельные лимиты казначейских кредитов. Использовано более 10 миллиардов рублей. Основными регионами Северного завоза это Якутия, Чукотка, Камчатка, Магадан. Это возвратные деньги, они выделяются внутри одного календарного года. Хочется, конечно, подольше, но уже внутри года не создают дополнительные нагрузки на бюджет, а напротив позволяют регионам не использовать дорогие коммерческие займы. Будем прорабатывать лимиты на 2026 год с Минфином России. Уважаемый Владимир Владимирович, работа по повышению эффективности Северного завоза будет продолжена. Завоз 2025 года будет полностью исполнен. Хорошо. Спасибо. Хотел бы Чибису Андрею Владимировичу задать вопрос о том, как по его оценкам решаются вопросы с Северным завозом. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства. Действительно, с учетом труднодоступности и экстремальной сложности арктических регионов, особенно невозможности в отдаленные населенные пункты круглогодично доставлять транспортом необходимые товары, Северный завоз для нас является критическим, особенно для таких субъектов, как Якутия. И в рамках комиссии Госсовета по направлению Северный морской путь Арктика мы отрабатываем с коллегами то, что сейчас происходит. И я абсолютно согласен с тем, что с точки зрения организации процесса, с учетом нового федерального регулирования, процесс идет радикально лучше, чем предыдущий год. И действительно, с учетом тех планов, которые есть, эта работа сейчас идет. По крайней мере, все губернаторы, которые входят в нашу комиссию, фиксируют вот этот факт. Проблемных вопросов, даже не проблемных вопросов, а предложений хотелось бы, вот Алексей Олегович об этом сказал, действительно очень серьезную поддержку является выделение казначейских кредитов с учетом текущей ставки процентов. И это серьезно облегчает нагрузку на бюджеты регионов, но вот сейчас лимит на текущий год 10 миллиардов рублей. С учетом того запроса и прогноза на следующий год, здесь просил бы рассмотреть возможность увеличения этих лимитов. Вот по оценкам комиссии, с учетом запросов субъектам, необходим лимит в размере 30 миллиардов рублей на 2026 год. И очень важно, чтобы эти деньги предоставлялись в начале года. Вот здесь тоже есть над чем поработать, потому что чем быстрее будет финансирование, тем быстрее будет организована работа по закупке на топливо. Ну и третий момент, Владимир Владимирович, это, конечно, срок возврата кредитов. Алексей Олегович сказал, что кредиты выдаются в течение календарного года и должны быть возвращены. Но с учетом того, что кредит казначейский закуплено топливо, доставлено до населенного пункта, но это топливо используется и в следующем году с учетом длительного отопительного периода. А по ряду населенных пунктов это топливо, которое закупается несколько лет, используется, как, например, в Якутии. Здесь попросил бы рассмотреть вопрос по тому, чтобы эти казначейские кредиты выдавались на 2, а в идеале на 3 года. Тогда, конечно, субъектам Российской Федерации было бы гораздо проще эту работу выполнять. Но в целом тоже мы отмечаем, что работа организована очень ритмично, и просил бы поручения вот эти финансовые вопросы нам вместе с Минфином и Министерством отработать. Спасибо большое. Спасибо. У нас завтра или послезавтра с Михаилом Владимировичем наша очередная регулярная встреча. Мы с председателем правительства встречаемся. Это не освещается в СМИ, но мы работаем. И попросил бы, Михаил Владимирович, вас тоже обратить на это внимание. Давайте на нашей встрече завтра, или когда послезавтра мы встречаемся. Завтра, по-моему. Пообсуждаем все эти вопросы. Спасибо большое.
Вот. Ну и в завершение об итогах уборочной кампании, о продовольственной безопасности мы с Дмитрием Николаевичем Патрушевым регулярно обсуждаем это, он мне докладывает, несколько раз уже докладывал. Но тем не менее хотел бы министра спросить, Оксану Николаевну, о том, как она оценивает на данном этапе результаты уборочной кампании, как министр. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я кратко доложу о текущей ситуации в сельском хозяйстве. Как вы знаете, этот год складывается не просто для аграриев. Весной ряд регионов, прежде всего на юге страны, столкнулся с возвратными заморозками, летом с недостатком влаги. Вместе с тем, относительно благоприятные условия на Северном Кавказе, Поволжье и на Урале способствовали увеличению средней урожайности наших основных культур. На данный момент зерновые и зернобобовые убраны с площади 91%, валовый сбор составляет порядка 132 миллионов тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег, а в центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 миллионов тонн в чистом весе. Что касается пшеницы, нашей основной культуры, рассчитываем на 90 миллионов тонн, а по зернобобовым на абсолютный рекорд в 7 миллионов тонн. Хорошие показатели ожидаем по другим культурам, в частности, при благоприятных погодных условиях мы ожидаем рекордный урожай сои, рапса и плодов и ягод. Сбор овощей в организованном секторе планируем на уровне 2024 года, а картофеля на 5% выше уровня прошлого года. В целом урожай позволит обеспечить внутренний рынок и укрепить нашу продовольственную безопасность по всем основным направлениям. В этом году рассчитываем повысить самообеспеченность по тем видам продукции, где у нас сохраняется потенциал роста. Это картофель, овощи, плоды, ягоды и молоко. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас у наших аграриев в разгаре озимый сев под урожай будущего года. Засеяно уже около 15 миллионов гектаров, при этом общая площадь под озимами составит порядка 20 миллионов гектар, как и в прошлом году. Особый акцент в ходе посевной делаем на семена отечественной селекции. Я отмечу, что с 2022 года наша самообеспеченность в этой сфере существенно возросла. Особенно заметный прогресс наблюдается по семенам сои, подсолнечника и сахарной свеклы. По итогам этого года мы ожидаем приблизиться к показателю 70% по собственной обеспеченности семенами отечественной селекции. А к 2030 году я напомню, что мы должны исполнить показатель в 75%. Теперь, что касается обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами. Приобретение минеральных удобрений идет в штатном режиме, согласно утвержденному плану. Все действующие механизмы количественного и ценового регулирования позволяют полностью обеспечивать аграриев доступными минеральными удобрениями. Отдельно скажу, что сельхозпроизводители все более активно применяют инновационные комплексные удобрения, которые производят наши российские производители. Продолжаем работу по модернизации технического парка, работаем с коллегами из Минпромторга по импортозамещению сельхозтехники, улучшению ее качественных характеристик и повышению производительности. Серийное производство первого российского селекционного комбайна начнется у нас уже в следующем году. Также наши коллеги приступили к разработке первого свеклоуборочного российского комбайна. Стимулируем переход на новые технологии, в том числе беспилотную технику. Сегодня в сельском хозяйстве эксплуатируется порядка 19 тысяч различных машин с элементами автопилотирования. Также совместно с Минтрансом работаем над совершенствованием нормативной базы для расширения возможностей применения агродронов, которые значительно повышают эффективность мониторинга и обработки полей. Отмечу, что сельскохозяйственные БПЛА уже широко используются в ряде регионов, где сейчас есть для этого условия. Уважаемый Владимир Владимирович, ключевыми мерами поддержки спроса на современную сельхозтехнику, конечно, у нас остается льготный лизинг и льготное кредитование. Стоимость льготных инструментов для сельхозпроизводителей сейчас у нас составляет от 6 до 12% годовых. Что касается топлива, хочу отдельно поблагодарить коллег из Минэнерго за нашу совместную работу по обеспечению сельхозтоваропроизводителей. Сергей Евгеньевич уже сказал, мы в ежедневном режиме мониторим доступность ГСМ для аграриев, которая сейчас особенно важна в сезон уборочный и посевной. И с коллегами оперативно решаем все возникающие вопросы.
Несколько слов о финансовой поддержке АПК. В текущем году непосредственно для сельхозтоваропроизводителей в субъекты было направлено 102,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день получателям доведено около 80% этой суммы. Кроме того, Минсельхозом одобрено предоставление льготных коротких кредитов на сезонные сельхозработы на сумму 360 миллиардов рублей. Это в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению для поддержки аграриев Ростовской области, пострадавших в этом году от ЧС, дополнительно мы выделили более 240 миллионов рублей субсидий на новые льготные краткосрочные кредиты. Кроме того, дали возможность заемщикам и сельхозтоваропроизводителям Ростовской области перенести график погашения инвест-кредитов на более поздние сроки. И сейчас прорабатываем вопрос пролонгации коротких кредитов, которые были взяты на текущую посевную. Еще один важный для аграриев механизм – это агрострахование с господдержкой. Погодные аномалии последних лет доказывают его актуальность для защиты агробизнеса. Поэтому мы продолжаем повышать его доступность и надежность и рассчитываем, что это позволит сохранить объемы сельхозстрахования. Уважаемый Владимир Владимирович, в завершении хотела бы отметить, что в целом в 2025 году сельское хозяйство сохраняет положительную динамику. За первые 8 месяцев у нас показатели по сельскому хозяйству выросли на 1,2%. И, как я уже говорила выше, наши аграрии полностью закрывают внутренние потребности страны в продовольствии. По итогам текущего года наша продовольственная безопасность будет обеспечена в полном объеме. При этом объемы производства позволяют сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки. Спасибо, доклад окончен. Спасибо, Оксана Николаевна. Но 132 миллиона тонн – это хороший результат. Я хочу просто поздравить вас и всех, кто главным образом, прежде всего, тех, кто на селе работает, с этим результатом. Это хороший результат. Сколько у нас на внутреннее потребление пойдет и каков будет экспортный потенциал? То есть, Владимир Владимирович, 132 мы собрали сейчас в бункере, нам еще убирать 9% площадей, ожидаем 135. Внутреннее потребление порядка 86 миллионов тонн. У нас каждый год от 85 до 87, в среднем 86. Поэтому мы ожидаем, что по сезону 2025-2026 года мы сможем отправить на внутренний рынок порядка 50 миллионов тонн зерновых с учетом переходящих остатков. Очень хорошо. Замечательно. Спасибо большое. Оксана Николаевна упомянула о техническом парке, но, насколько я понимаю, все-таки у нас сократилось в этом году производство зерноуборочных комбайнов и тракторов для сельского хозяйства. У нас кто-то есть из Минпромторга сейчас? Владимир, если позволите, я прокомментирую. Пожалуйста. Да, ключевая оперативная задача Минпромторга с Минсельхозом связана с демпфированием падения спроса на продукцию сельхозмашиностроения. Негативные тенденции, которые нарастали с конца прошлого года, удалось сломить. И начиная с июня текущего года мы месяц к месяцу фиксируем рост продаж российской техники. Причем в августе объемы реализации превысили аналогичные показатели прошлого года. В частности, это касается и комбайнов Россельмаша. По этой технике после падения отгрузок в первом полугодии они упали серьезным образом на 50%. В августе вышел Россельмаш в небольшой плюс 1,7%, а по оперативным данным сентября объемы почти на 45% превысили прошлогодние значения. Хорошая динамика по прицепной и навесной технике, по тракторам с учетом волатильности и сезонности. Рассчитываем на улучшение ситуации к концу года. В целом по всей номенклатуре видим постепенное смягчение просадки темпов отгрузки отечественной продукции. Стабилизировать ситуацию удается за счет комплексного применения механизмов поддержки спроса. Прежде всего, это традиционная мера по программе 1432. В текущем году по ней предусмотрено 10 миллиардов рублей, и при этом все средства в полном объеме уже законтрактованы.
Правительство упростило правила предоставления субсидий, отдельно увеличили размер скидки и выделили сублимиты на технику, не защищенную утильсбором, а также на нишевую и дорогостоящую технику для селекции. Хорошо себя зарекомендовал новый инструмент льготного лизинга через облигации Дом РФ, которые запустили в этом году для привлечения внебюджетного финансирования. И по уже осуществленным выплатам реализовано свыше 300 единиц техники. Не меньший объем спланирован поставкам аграриям за счет докапитализации Росагролизинга. Минпромторг передал в капитал Росагролизинга 4,3 миллиарда рублей. И в целом хотел бы отметить увеличение спроса по линии этого института развития благодаря установлению льготной ставки. Это 8, максимум 12%. Здесь хотел бы поддержать и поблагодарить Минфин за это решение. Данные меры поддержки, уверен, что позволят обеспечить те, собственно, показатели, которые мы планировали получить в этом году. И по вашему поручению, Владимир Ильич, отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг, претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало. И отмечу, что в рамках программы 1432 все цены на российскую технику, они заранее фиксируются. И их актуализация проводится раз в год в пределах индекса цен производителей. Предельные цены также зафиксированы в балансе приобретения и производства российской и белорусской техники на период 25-30 годов. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Валентин Ильич. У меня, пожалуй, все, что я хотел бы сегодня обсудить. Если у коллег есть что-то, что вы хотели бы поставить в качестве вопроса для обсуждения в таком составе, и сейчас, пожалуйста, прошу вас. Нет? Тогда всем спасибо большое. И, как я уже сказал, мы с Михаилом Владимировичем увидимся послезавтра, по-моему, и обсуждаем и ту тему, которую я обозначил, ну и некоторые другие, которые председатель правительства посчитает целесообразным поднять на нашей встрече. Всего хорошего. До свидания.